У нас такая сегодня прогулка от цыганского, можно сказать, барокко до Кремля. Всем привет! Гуляем сегодня по городу Александров, который когда-то был столицей российского государства. Посмотрим на дворец цыганского барона, домик Марины Цветаевой, купеческие усадьбы, Александровский Кремль, где был убит сын Ивана Грозного. А еще я отведаю восточные блюда. В общем, сегодня будет интересно. Погнали! Ребят, видео хочу начать вот с этого дворца. Это, наверное, уже даже такой своего рода памятник архитектуры. В общем, это когда-то был дом цыганского барона. Строил он его в конце 90-х для себя и для своей семьи. Посмотрите, какая входная группа. Слева, справа львы, посередине нас встречает дама, наверное, там фонтан, скорее всего, был когда-то. Наверху 3 жеребца. И вот такая территория. К сожалению, пройти я не могу, ворота здесь. И я, насколько понял, здесь что-то вроде ТСЖ. Здесь проживают люди. Смотрел фотографии, что при входе в сам дом слева и справа идут лестницы на 2-й этаж. И вроде как по ним этот самый цыганский барон, он очень любил лошадей, даже водил лошадей на 2-й этаж. Не знаю, выдумка это или нет, но тем не менее рассказываю историю, которую я нашел. Посмотрите, здесь у нас хищные птицы, фонари. Справа тоже птица, но она уже сломалась. Ее, конечно же, никто не восстанавливает. На территории большой кувшин, ваза, звери. Это олень у нас. С левой стороны тоже олень и детская площадка. Я бы с удовольствием, конечно, там прошелся, поговорил с людьми. Но стою уже здесь, наверное, минут 15, пока никого. Хотя дверь открыта. С правой стороны голубятня и какое-то производство. Здесь, кстати, железная дорога. Вот в той стороне у нас. Слышите, поезд идет. Вокзал недалеко. Так что, если будете в Александрове, зайдите сюда. Может быть, вам повезет и вы побываете внутри. Я подожду еще минут 10-15, если никто не выйдет. Конечно же, двинусь дальше. Сегодня покажу вам еще место, где был убит сын Ивана Грозного. Погуляем по Кремлю. У нас такая сегодня прогулка от цыганского, можно сказать, барокко до Кремля. Это у нас улица Революции, здание под номером 45. Здесь когда-то располагались императорские конюшни. Сначала здесь были деревянные здания, потом при Екатерине II их снесли и построили вот это каменное. Вот такое большое здание. Нашел информацию, что здесь было 8 конюшень. Так вот, здание императорского конного завода, 18 век. Здесь также табличка у нас «Конный завод». В 1818 году на территории Александровской Слободы произошел пожар. И также этот пожар затронул эти конюшни. Восстанавливать это дело все не стали. И потом здесь уже открыли саперный полк. Ну, на месте конюшенного завода. И назвали их «Белые казармы». И уже в 1926 году здесь расположился клуб для железнодорожников. Вот такая история, вот такое здание. Революции 43. Ребят, военный переулок 5, и это Цветаевский домик. Здесь с 1915 по 1917 года жила Марина Цветаева. Здесь такой комплекс из 3 домов. Один из них это усадьба Лебедевых. И в нем тоже музей. А рядом сад Марины и Анастасии Цветаевых. Кстати, вот это тоже некогда богатый, доходный дом когда-то был. Но сейчас в таком плачевном состоянии. Здесь экскурсии проводят. Вот есть телефоны
кому нужно. Если что, имейте в виду, записывайте. Звоните, вам проведут. Также имеется табличка «Музей Марины». Ага, здесь закрыто. Давайте покажу так тогда. Вот так выглядит двор. Закрыто. Видимо, нужно позвонить, созвониться и проведут экскурсию. Ну, я этого делать не буду. Вам показал, теперь вы знаете, где находится музей. И пойдем дальше. Еще раз вам вид на парк. Здесь, видите, как бы многоэтажные дома стоят. 5, сколько-то это у нас 5 этажей и частный сектор. А, ну и там вот многоэтажное здание. Наверное, 9 этажей. Похоже больше на общежитие. Вот такой двор и музей Цветаевых. Иду в центр города по улице Ленина. А центр — это Советская площадь. И вот это с левой стороны, вот это, можно сказать, уже разрушенный памятник культуры, здание Совета дворянского собрания, дом Зубова, 1860 год. Ну, вернее, то, что от него осталось. И по факту улица Ленина и как раз-таки площадь впереди меня, которая Советская, это прям центр города. Тоже купеческий дом. Купеческий дом с лавками. Вторая половина 19 века. На первых этажах, наверное, были лавки, и на втором, вернее, жили. Сейчас здесь Народный музей. Живая история города. Город Александров вообще когда-то был очень богатым городом. Богатый купеческий город. Тоже памятник культуры. Это у нас дом Растворовых. Да, вот табличка тоже имеется. Дом купцов Растворовых. Вроде идет какая-то реставрация. Но вижу, что часть лепнины уже сверху, видите, в виде что-то цветочков, наверное, было. Поотваливалось. Ну, как-то вот так это все дело выглядит. Сами Растворовы занимались мануфактурой в Александрове и в Санкт-Петербурге. А, кстати, у них также было производство. Они производили и торговали кожевенными изделиями, галантерейными, бакалейными. Выделяли деньги на монастырь в Переславле-Залесском. Кстати, ролик я снимал уже про Переславль-Залесский, поэтому можете посмотреть. И впереди меня уже должна появиться, вот, вижу, Ленина, как раз-таки Советская площадь. Такой перекресток. В принципе, обычный такой, кажется, советский небольшой городок. В городе проживает где-то 55 тысяч жителей. Это согласно Википедии. Сюда я добирался на электричке и ехал 2 часа 20 минут. Надо сказать, что поездка была такая жестковатая. Грязный вагон на всех остановках. Да, практически на всех остановках поезд останавливался. Вот мой поезд на Александров. Жесткий, конечно, поезд. Совершенно некомфортный. Хотя вижу, сиденья вроде как мягкие. Но старый вагон. В общем, ехать мне 2 часа 20 минут. И стоимость составила 400 с чем-то рублей. Самое обидное то, что едет поезд со всеми остановками. Это будет очень-очень долго. Окна открыты, значит, с кондиционерами здесь проблема. Ладно, захожу в вагон уже. Да, пыльно, грязно. Не убирают в этих вагонах. Мусор, грязь, сиденья, смотрите, какие пыльные. Ладно, Александров ждет. Двери, посмотрите, какие сломанные.
Ребят, вот так выглядит железнодорожный вокзал города Александров. Построен он был в 1870 году. Рядом автостанция. Такая вот маленькая. И с той стороны у нас церковь Серафима Саровского, 1904 год. И перед вокзалом небольшая площадь и сквер. Памятник, скорее всего, победителям Второй мировой войны. В той стороне торговый центр, вокзальный. Вот так выглядит это место. Советская площадь. Как и полагается, с Советской площади есть памятник Ленину. Стоит здание Александровского городского суда. Это у нас Рождественский собор. Перед собором есть площадь. И там же, по-моему, есть памятник Александру Невскому. И вот куда я камеры показываю, за ним находится парковый пруд и парк культуры. Это у нас кинотеатр «Сатурн» и такой переездной парк развлечений. Когда-то здесь, на Советской площади, располагался посольский двор Ивана Грозного и древний базар. Дальше пойдем вот по улице Ленина, с левой стороны как раз таки есть торговые ряды одноэтажные, сохранились. Покажу вам. Фонтан есть. Небольшой, но есть. И у нас получается, что улица Советская дальше продолжается. Потому что у меня по координатам я себе выписал, чтобы вам показать. Как раз таки Советская 5. Это торговые ряды. Вижу уже их. Вот они с левой стороны. Одноэтажные. У них расположен музей. И в советское время там находился кинотеатр. Давайте еще вам покажу площадь, пока у меня там красный свет. И будем переходить. Ленина я вам уже показывал в парке Горького. В парке Ленинские горки. Все, я уже заговариваюсь. Вот так выглядит собор. В парк уже не пойдем, потому что пойдем как раз таки прямо. Там будет мост через реку Серая. И пройдемся немножко по набережной. Так, ну что там, зеленый. Все, пойдемте. Вот на той стороне у нас начинаются одноэтажные. Это и есть торговые ряды. Здания здесь вперемешку. Есть новые постройки, есть сохраненные, там 18-19 век. Город сам по себе небольшой. Вот, ребята, ориентир. Если что, вот это здание одноэтажное, где вот пиво написано, это и есть торговые ряды. И следующее тоже здание одноэтажное. Это уже у нас новодел, за исключением, наверное, вот следующего здания, двухэтажное, где первый этаж кирпичный, а второй деревянный. Комиссионка номер 1. Достаточно большие торговые ряды, длинные. И у нас дорога спускается туда вниз, к реке. Там мост. И там же находится Кремль в той стороне. Вот что-то похожее, по-моему, есть в Владимире. Когда въезжаешь в Владимир, в старую часть, там тоже улица такая центральная одна, как раз ведет к храмам. И слева и справа идут одноэтажные, двухэтажные здания. Старые особняки, также торговые ряды. Вот что-то прям похожее. Я думаю, все строилось это дело по одному типу. Ну, как-то грустно все выглядит здесь. Тоже некогда богатый купеческий дом. Советская 12. Парк культуры и отдыха. Я сейчас дойду, как раз таки покажу вам дом под номером 11 и 16. А потом пойдем к зданию администрации, где сейчас находится администрация. Тоже интересное сооружение там, поэтому обязательно вам покажу. Что у нас тут? Тир, кривые зеркала, детские, игровые, ретро
автоматы, сувениры. Общественное здание. Почему номеров нет? Не указаны номера. Странно, все посодрали. Усадьба Первушина, Александровский художественный музей. Да, вот к этому дому я тоже шел. Вот эту усадьбу построили в 1874 году. Скорее всего, идет реставрация. Завесили, видите, фальш-фасадом. В общем, после революции это все дело здесь национализировали. И в ней находился приют для детей, а позже уже детская больница. Вход в парк ниже. Да, в парк тоже можно пройти, получается, с той стороны дальше. Ну, вот так фасад здания выглядит с торца. Также небольшой парк перед зданием. Хотя, смотрите, вон там садовник, да, что-то делает. И хотел еще показать вам дом номер 11. Так, если это у нас 16-й, то 11-й, наверное, вот на той стороне, кстати. Предполагаю, что вот это здание есть дом номер 11. Это здание бывшей женской гимназии. На улице Ленина, кстати, я снял здание мужской гимназии, которое было построено в 1912 году. И среди обязательных дисциплин именно мужской гимназии была философия, латинский язык, законоведение, немецкий и французский также языки. И обучение было платным. Так, и есть табличка: в этом здании в годы Отечественной войны размещались госпиталя. И номера этих госпиталей идет, указаны. Там у нас знак «Я люблю Александров» и мост. Ну, я же хочу сейчас еще вам показать сначала здание администрации, и пойдем уже тогда погуляем по вот тому парку. Нужно мне немножко вернуться назад. Ребята, много гуляю, поэтому решил перекусить. Взял себе 5 мантов, потом салат, куриное гнездо, по-моему, называется. Ну и салатик еще, так сказать, бонус к мантышкам. И сок у меня яблочный. Все это дело обошлось мне в 500 рублей. Народу здесь, кстати, очень много. Посмотрите на улице, сколько людей кушает. Ну и в зале. В общем, сейчас буду есть и делиться с вами впечатлениями об этом заведении. Это у нас сметана, соус. Вот, мантышку я вскрыл. Называю мантышки, мне так привычней. Какая вкуснятина. Огурец, лук, помидор, капуста там. Слушайте, как давно я манты не ел. Уже, наверное, с месяц. Очень люблю это блюдо. Восточное. Обожаю. Напишите комментарий, как вы относитесь к мантам. Готовите ли вы сами их? Очень вкусно. Судя по народу, сколько здесь людей, готовить здесь хорошо. Вот, манта, ну, мясо и лучок. Лучок, конечно, дает свою изюминку, свой сок. Ну, я не скажу, что он сухой, он вкусный. Очень вкусно. Люблю эти восточные вещи, как я уже говорил. Давненько я вам не показывал обед мой из прогулок. Вот, исправляюсь. Все, ребят, всем приятного аппетита. Я буду обедать. Ребят, вот так выглядит заведение. Куры-гриль. Картофель фри. Поговорил с местными, да, говорит, качает эта кафешка. Постоянно народу очень много. И на этом месте они уже лет 7-8. И вроде как по городу их 3 кафешки такие. Сетка своего рода. Я от себя, в принципе, могу порекомендовать его. Это не реклама, а личный опыт. Мне понравилось, я все съел. Салат, конечно, который я взял, был уже лишним. Но в любом случае я все съел, потому что мне еще гулять и гулять. Вернулся к торговым рядам. Раз уж мы гуляем по городу, давайте я пройду между этими торговыми рядами
И как раз таки выйду к зданию администрации. И заодно посмотрим, что у нас за торговыми рядами и как здесь все это дело выглядит. Вот к этому зданию я иду, видите, такая башенка. Чем-то напоминает замок. Адрес у нас Красной Молодежи, номер 7. Это жилой дом советской эпохи. В общем, как я и сказал, в этом здании сейчас администрация и городской суд. Вообще, когда-то этот дом принадлежал купцу Ефиму Иванову. Как раз таки, вот смотрите, тоже с правой стороны, возле входа есть табличка. Сейчас подойду, прочитаем. В общем, на верхних этажах были квартиры, где жил сам купец со своей семьей, а вторую квартиру он сдавал в аренду. А все остальные помещения занимали офисы. Ну, сейчас это называется офисы, а раньше это были конторы. И, кстати, в 1915 году здесь жила сестра Марии Анастасия Цветаева. А музей Цветаевых я уже вам показал. Вот видите, улица Красной Молодежи названа в честь первого в городе комсомольского молодежного клуба «Спартак». Сразу историю прочитаем. И также табличка, видите. В 1917 году здесь состоялось первое заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Анастасия Цветаева написала книгу здесь «Дым, дым и дым» в этом доме. Вот 1915 год, о чем я вам рассказал. И здание, это уже после революции, да, здание Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 год. Вот так оно выглядит. Пойдем дальше погуляем. День Александрова был 24 августа. Ну, если бы я знал, я бы приехал 24-го. Но, к сожалению, 24-го я занимался другими делами. Напротив, обычный у нас кирпичный дом. И пойдем сейчас к фабрике. Как раз таки я спускаюсь к реке. Серая. Там мостик. Там же памятник Ивану Грозному. Заодно посмотрим, как люди живут. Немного поодаль от центра города. Хотя на самом деле Красная вот эта площадь советская, хотел сказать Красная площадь, советская, тут буквально 3 минуты ходьбы. Тоже старые домики. Какой-то купеческий дом. Историческое название улицы. Бывшая Красная Сторона. Вот эта улица называлась Бывшая Красная Сторона. Ну и здесь на самом деле вот я иду тоже как будто бы в прошлом побывал. Если не смотреть на ту сторону, что там у нас асфальт и брусчатка, то тут выглядит точно как в Красной Стороне. Вот реально, только не хватает здесь людей на лошадях, гужевые повозки, что-нибудь подобное. Давайте зайдем уже во двор. Люблю я в такие места заходить, чтобы вы понимали, да, как выглядит город. Не историческая его часть тоже это города, но не нигде у нас, как говорится, губы накрасили городу и показана вся красота. А вот здесь просто как оно есть. Люди белье сушат, что-то выращивают. Ну, в подъезд я уже заходить не буду. Кто-то песни поет там, что-то празднует. Справа у нас здание суда. Либо я такие маршруты выбираю, хотя я пошел просто поверху от суда. И здесь нет никакой асфальтированной дорожки, просто вот машины накатали и люди натоптали. Какой-то тоже старенький домик. Уже такой больше, наверное. Хотя нет, перемешку. Справа все-таки стоят и современные дома. 3-4 этажа. А слева старые деревянные домики. Можно сказать, что по левой стороне я иду как раз таки как
Будто бы в деревне какой-то, да, нахожусь. А справа у нас городская среда, город. И знаете, что я хотел еще вам показать? Здание фабрики Дербенева. Бывшее здание. И находится здание по улице Советская, улица 9Г. Предполагаю, что она как раз-таки вот за этим домом. Улица Красной Молодежи. Давайте наверх вам вид покажу, вернее назад. Ну, тоже некогда, наверное, какой-то доходный дом. Сейчас вот в таком состоянии. Иван Грозный памятник где-то вот, по-моему, в серединке. А, вон, вижу памятник, сейчас дойдем до него. Иван Грозный не зря у нас здесь стоит же. Потому что вот эта слобода, это и была резиденция Ивана Грозного. Так, что-то я заплутал. Сейчас надо мне свериться с картами. Вижу 9, но мне нужен 9Г. А для этого мне нужно включить телефон, переключить на карты. Ребят, оказывается, это и есть здание фабрики Дербенева. Построено здание было в середине 19 века и занимались здесь производством тканей. Давайте перебегу сейчас дорогу. Ой, машина едет. Прогуляемся немного по парку. Памятник Ивану Грозному. Такая площадь, парковая зона, беседка. Царь Иоанн IV Грозный. На той стороне его резиденция, Александровская слобода, либо Александровский Кремль. Сейчас мы до него тоже доберемся. Вот такой памятник. Кто-то цветы еще приносит, смотрите. Интересно. На меня пальцем показывает. Я уже туда дальше не пойду. Как бы вот так, наверное, будет достаточно показать. Вы сами понимаете, что там в конце у нас детская площадка, беседка, река серая. Ну да, похоже на реку серую. Больше, конечно, на болото похоже. Что-то уж совсем оно заросло. Мужик рыбу ловит, вижу. Ну и как по традиции, да, всегда молодые пары вешают замочки. Ох ты, сколько уток. Ребята, сколько вас здесь, и вас никто не кормит. Ох, и там тоже. Мне же надо сейчас вон туда через мост пройти. Давайте спущусь к уточкам. Мальки плавают. Значит, рыба есть. В общем, вот такая река. Ребята здесь загорают. Что могу сказать про город? Я уже прошелся от вокзала по центру, по площадям вот таким, паркам. Обычный, наверное, среднестатистический российский городок. Я ни в коем случае не сравниваю ни с Москвой, там, ни с какими-то городами. Вот этот город такой, какой он есть. Ну, как и другой любой город. Рыба металлическая. Поэтому можете не писать в комментариях, что не все города должны быть похожи на Москву. Хотя я считаю обратное. Я считаю, что все города должны быть как Москва. Чтобы в нем приятно было жить, люди не хотели из него уезжать. Зачем куда-то ехать, если у тебя, условно, в Александрове все как в Москве? Брусчатка выложена, цветы растут, фонтаны, есть детям где играть. Пруды очищены, а не болото, да? Так, что-то где-то я иду уже сам, непонятно. Дорожка у меня с той стороны. Ладно, дойду уже до моста. В общем, как-то так. Хочется, чтобы все города были как Москва. Красивые, чистые, ухоженные. Вот там, по всей видимости, вход. Но я хотел зайти со стороны дороги. Решил все-таки я зайти не с центрального входа,
а как бы с левой стороны, наверное, если смотреть с дороги на сам комплекс. Один рыбак уже домой собирается, я так понимаю, лодку свою вытащил. Там впереди вот мужик сидит. У него 4 удочки аж. Вот такой вид у меня на той стороне. А я пойду вот сюда. Сам же адрес вот этого комплекса, этой слободы, музейный, так понимаю, музейный проспект 20, наверное. Или музейная улица 20, что-то в этом роде. Люди живут, металлобаза. И у нас Кремль тоже немножко как бы наверху. Понятно, что я не все показываю в Александрове. Много здесь еще интересных домов купеческих, но не особо располагаю временем, потому что у меня такая спонтанная прям поездка нарисовалась. И я решил как бы выбрать такие, ну, на мой взгляд, самые интересные моменты. Ну и, конечно же, Кремль я не мог не показать. К нему я и иду. Надеюсь, вход все-таки здесь открыт. Если нет, придется мне обходить и заходить в центральные его части. Но бабушка подсказала, что вроде как здесь тоже вход есть. Вот такие крепостные стены. Слева и справа стоят башни. Видите, вот небольшая башня с левой стороны. И вот там у нас еще одна башенка. Так, ворота вроде как закрыты, но я уже поднимусь до конца. Белокаменный Кремль. Историю расскажу сейчас. Все, как зайдем на территорию. Надвратная церковь. Здесь вход, конечно, видите, запущенный. Но я, честно говоря, специально сюда пошел. Не с центрального входа зайти хотелось, а именно с бокового. И показать вам, как здесь у нас все это выглядит, как здесь нас встречает Александровская слобода. Ворота. Ага, закрыто. Бабушка, значит, ошиблась, сказав, что здесь работает вход. Закрыто. Ну ничего, зато мы посмотрели на комплекс с этой стороны. И сейчас уже посмотрим, как выглядит все это дело с центрального фасада. Старенький деревянный дом, люди живут. Похож, знаете, на барак. Такой временный дом, временное сооружение. Но, тем не менее, пока еще стоит. Вижу вот там одноэтажный домик, желтенький. И видно, что он старый. Все, пойду я сейчас вдоль вот этих стен. Пройдусь. Кстати, на улице сегодня очень жарко. Прям совсем. Градусов, наверное, 28. Причем время уже... Время года, я имею в виду. Конец августа. И чем-то меня поход именно вот в этой местности мне напоминает мои походы, мои путешествия по Сербии. Что-то вот такое прям схожее есть. И, кстати, такой же запах стоит. Топят печки, чувствуется запах горящего дерева. И реально прям напоминает. Кстати, много роликов из Сербии, про города сербские есть на канале, поэтому обязательно посмотрите. Разные города там тоже есть, и деревни. Можете сравнить, как выглядит сербская деревня и российская деревня. Будет интересно, я думаю, вам. Вот, подхожу я еще к одной, вернее, к правой башне. Наверху у нас что-то вроде, так понимаю, ангела. Похож на ангела. Крест
Тоже, да, вот справа тоже крест. Ой, господи. Заикой останешься здесь. Опять я хожу, где не ходят люди. Здесь крапива кругом. Вот она башня. Но я думаю, за это вы меня и смотрите. То, что я все-таки хожу и стараюсь ходить. Не только туристические маршруты, но еще там, где не ходят туристы. Можно сказать, изнанку города. И за это большое-большое спасибо. Кстати, самое время поставить лайк, кто этого еще не сделал. По правой стороне также у нас присутствуют некогда богатые усадьбы купеческие. Вот советская 42. Здесь советская 48. 46-й также дом. Знаю, что на территорию вход бесплатный, но если заходить уже непосредственно по каким-то объектам, именно в церкви, монастырь сам, то это уже нужно платить. Вот такой у нас вход. Свято-Успенский женский монастырь. Музейный проезд 20. Вот адрес у него. Музей-заповедник Александровская Слобода. Архитектурный ансамбль 16-18 веков. Год основания 1513 год. Вот так все это дело здесь у нас выглядит. И пойдемте гулять, изучать всю эту историю. Так, вот здесь у нас касса музея. Также можно заказать экскурсии. И план. Распятская церковь, судя по плану. 16 век. Церковь и колокольня. И я как раз таки, наверное, с той стороны пытался войти в нее. Ну, на территорию имею в виду. Давайте дойдем до колокольни. Вроде как можно здесь ходить по газону. Дорожки протоптаны. Наверное, можно. Есть туалет на территории. Сам монастырь достаточно большой. Как я и сказал, это женский монастырь. Туристы есть, но их немного. Вот так выглядит церковь с колокольней. Мы же дойдем сейчас до собора вот того дальше. Я сделаю фотографии, потом выложу все это дело в телеграм-канал. Поэтому, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Фотографии уже будут там. Необычное, кстати. Необычное строение. Давайте все-таки я выйду уже на дорожку тогда. Есть здесь монастырская чайная. Это у нас Троицкий собор. Раньше, смотрите, когда-то были ставни, потому что крючок с правой стороны от окошка, видите, висит. Вот там кассиры сидят. То есть в каждое в каждое здание можно попасть, заплатив определенную сумму. Там сад какой-то, там тоже сейчас пройдемся. Давайте дойду, спрошу, как тут отдельно надо за каждую платить или общая какая-то. И пойдем дальше гулять. Здравствуйте. А тут билет надо на общую покупать или в каждой отдельно? А, как хочу. То есть... Ага, понял, спасибо. А сколько стоит вход в общий? 500 с чем-то, спасибо. Вот, где-то 500-600. Общий билет, и попадете на, как говорится, на всю территорию, имею в виду во все помещения.
А вообще здесь есть сайт у них, поэтому можете зайти и посмотреть на сайте. Стоимость, сколько стоит экскурсия. А вот отсюда я хотел зайти, да. Чайная там. Это у нас вход, Троицкий собор. Ансамбль Успенского собора, 1565 год. Музей-заповедник. По факту мы, смотрите, с вами уже видели музей-заповедник в Ростове. Есть видео на канале. Потом в Переславле. Да. Это уже... Где еще были мы с вами музей-заповедники? В Твери. Это у нас колейный корпус, и уже как бы вот эти помещения есть. Часть, видите, относится к администрации музея-заповедника. И сам как бы монастырь, женский монастырь, вот в той стороне, с правой. Здание такое длинное, прям большое. Это у нас Покровская церковь. Проход воспрещен, видимо, кстати, вот туда, наверное, на территорию именно, там, где живут монашки. Ну, я так предполагаю. Ну, нам туда и не надо, мы отсюда все посмотрим с вами. Что, давайте тогда расскажу историю, и заодно будем гулять и смотреть. Когда-то была колокольня тоже, видите, сверху. Сейчас нету колоколов там. По крайней мере, я их не вижу. Может быть, сняли? В общем, мы с вами гуляем по музею-заповеднику Александровская Слобода. Или, если угодно, Александровский Кремль. Известен он вообще был еще с XIV века. В 1513 году здесь был построен загородный дворец великого князя Василия III. И можно сказать, что Александров, а тогда Слобода, была, ну позже уже, это было в 1563 по 1581 году, она стала столицей государства, столицей Руси. Иван Грозный переехал сюда со своей свитой. Потом многие государственные учреждения сюда переехали. Боярская дума. И все вы знаете картину Репина «Иван Грозный, его сын». Иван. Так вот, сын его умер именно здесь, на этой территории. Покровская церковь. Давайте дойдем до конца и посмотрим ее с другой стороны. Картину Репина все вы видели. Кто не видел, можете посмотреть. И по факту после смерти сына, это как раз таки было 1581 год, по-моему. И вот после этого Иван Грозный отсюда и уехал. Вернулся опять в Москву. На территории мы с вами уже видели, я показал. Женский монастырь, 5 церквей и 1 собор. Про собор тоже сказал, что он построен в 16 веке. Вот такая, в принципе, территория. Достаточно, ну, большая, я бы сказал. Это что у нас? Деревянная келья, памятник архитектуры. Экспозиция на Печатном дворе. Стены монастырские. И проход запрещен, да. Прав все-таки я, сказав, что там у нас уже идут, проживают монашки. Что, давайте тогда еще пройдемся вот по этой тропинке в ту сторону. Посмотрим, что там у нас. Указатель есть: Покровская церковь, деревянная келья, выход и больничный корпус. Вот впереди, значит, больничный корпус у нас будет. Туристов, кстати, не особо много. Хотя погода прям очень позволяет, шепчет, гулять и наслаждаться последними летними деньками.
Ансамбль Успенского монастыря, больничный корпус. Вот это есть. 17 век. Выставки также проходят здесь. Памятник архитектуры, мир провинциальной усадьбы и выставочный зал. Вот туда хочу пройти. Там посмотрим с вами. Она уж Марина Тазадина как хорошо знает все. Заодно прочитаем. Колокол вижу. Больничный корпус. И... Что еще? А, со Сретенской церковью. 17 век. Котяра гуляет. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Даже не реагирует. Наглый кот. И не ошибусь, если скажу, что на этой территории наверняка Иван Грозный также совершал пытки. Сам, ну и, наверное, с помощью своего ближайшего помощника Скуратова. Про дом Скуратова я уже рассказывал. Это у нас была прогулка по Москве, остров рядом с Кремлем. Посмотрите обязательно, кто еще не посмотрел. Давайте тогда еще дойдем вот в ту сторону, покажу. Ну, да, С этой стороны вот эту церковь. Чайная, что ли, там? Похоже, да, чайная. Да. Успенская церковь, белокаменные подклеты и подвалы, памятник 16 век. Макс, мы договорились, что ты не попрошайничаешь. Что, ребят, вот такая у нас с вами сегодня прогулка по городу Александрову. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Спасибо, что смотрите. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.